Ну як порыбачыў-то сёння? Ну так себе. Две пятиглазые акулы и ясь, но здоровенная ясь, здоровенная. А ты как? А, тоже не очень, только эти караси с ногами. И усё. Я вот думаю, это ктулху, все ворочается что-то такое на дне озера, и все, и нет клёва. А я вот с ним пересекся, да, у него настроение очень плохое было, из-за этого рыбалка плохая. Слушай, а ты Димича давно видел? Что-то его уже неделю не чуў, не бачу. А, так он у дурки. Я-то вернулся с рыбалки и постоянно говорил про какую-то черную русалочку снова и снова, без остановки. Ну, бред же, не бывает черных русалочек. Черная русалочка. Не может такого быть. Не, ну хай лечится, да. Да, я вот так думаю, что Димыч с Ктулху как-то сильно пособачился, и тот его проклял. Вот он с ума и сошел-то. Черная русалочка, да? Больное воображение. Ага. А что это там у камышах? Кто-то поет? А что там за рыбий хвост такой огромный? О, это ж русалочка. А что это она? Что? Приветствую вас, дорогие друзья. Большое спасибо, что подключились. И сегодня мы с вами поговорим о сюрпризе 23 года. Слава богу, существует инди-сцена, которая нас периодически снабжает странными играми, которые порой неожиданно взлетают. До этого мы порадовались игре Pizza Tower, веселуха и сумасшествие. А сейчас, да, тоже сумасшествие, но, к сожалению, никакой веселухи в игре под названием Dredge. Эта игра недоступна для продажи жителям России и Беларуси, но доступна для продажи в магазине Хатаб Жив, если вы понимаете, о чем я. Издатель Team 17 год назад решил доказать свою принципиальность. Ну а сегодня 4 несчастных разработчика из Новой Зеландии, которые сделали великолепный продукт, сидят без денежек с нашей стороны. Спасибо, издателю за это большое. Все, кто хотят поиграть в Dredge, естественно, поиграют. Но если издатель не хочет, ну, кто мы такие, чтобы настаивать и заставлять его принимать из наших грязных рук эти деньги? Но что такое Dredge? А это игра с очень интересной концепцией. 95% положительных отзывов в Steam с одной стороны. Онлайн 10 тысяч человек каждый день практически собирается для того, чтобы на маленьком катере бороздить огромное море. И смотришь за геймплеем, и ты не понимаешь, а что вы тут делаете? Ну, с одной стороны, катерок куда-то ездит, какую-то рыбку ловит в каких-то странных мини-играх. Потом начинается какой-то тетрис. Ну, у рыб разные формы, соответственно, их нужно как-то поместить на кораблик, для того, чтобы довести и продать в магазине, чтобы купить какой-нибудь крутой апгрейд для своего кораблика и пойти дальше ловить рыбу. Какой нахрен тетрис? Начинается Resident Evil 4 тетрис. Нормальные аналогии приводить надо. Нормальные аналогии и единственно справедливые — это Escape from Tarkov. Да, пацаны? И Escape from Tarkov я, кстати, вспомнил не просто так. Что привлекает людей? А именно цикличность. Дело в том, что здесь каждый раз, когда наш морячок отправляется в море, он фактически уходит в рейд. Потому что, с одной стороны, время ограничено, с другой стороны, время ведет себя очень странно. Время идет только тогда, когда ты движешься или когда ты ловишь рыбу. Технически ты можешь стать просто в центре моря и океана и ничего не делать, и время будет на одном месте. А стоит тебе забросить удочку, поймать 5 рыбешек, и все, полдня уже нет. Останется только время, чтобы добраться до базы. Нет, ты можешь продолжить рыбачить и ночью. Но ночью у нашего маленького рыбака начинаются глюки и панические атаки. Все начинает ему мерещиться. Ночь — это очень неспокойное время. Ночью, кстати, и рыба такая пожирнее и повкуснее, но в плане она стоит дороже. Но одновременно с этим значительно вырастает вероятность сойти с ума. И нет, схождение с ума — это не одна из механик. Не значит, что вот вы до определенного предела дойдете и конец игры. Нет, вы можете потом вернуться, отоспаться, и все у вас будет хорошо. Просто ночь в этой игре на самом деле тебя пугает. Свет фонаря на вашей утлой лодочке поначалу очень маленький, а ночью опускается туман. И в этом тумане ни хрена не видно. Вы будете идти, натыкаться на скалы, будут появляться какие-то пробоины. С пробоинами будет исчезать и ценный груз, который вы только что наловили. Это первый недостаток. Кроме того, нашему рыбаку начинают мерещиться странные острова, которых на самом деле нет. Ну, ты видишь, какой-то ориентир появился, такой: о, остров сокровищ, интересно, что же там? Плывешь к нему,
а там ничего нет. Или ты видишь на горизонте какой-нибудь другой кораблик, ты думаешь, ой, дружище, а мне говорили, что единственный рыбак вот в этом вот море, пойду познакомлюсь. А это оказывается ловушка, и нужно уже быстро уносить ноги, потому что тебя сейчас сожрет какая-нибудь огромная тварь. Ночь полна кошмаров, причем кошмаров не только нарисованных твоим воображением, но и вполне реальных. Дредж, по сути, является идеальным воплощением лавкрафтовской истории. Многие разработчики обычно, да, ставят приписку там по мотивам Лавкрафта, у нас есть тентакли, у нас есть какой-то прибрежный городочек, рыболюди. Все, у нас игра для фанатов Лавкрафта. Так вот, Лавкрафт не про это все писал. Книги Лавкрафта посвящаются безумию, когда человек сталкивается с чем-то настолько странным, страшным и чудовищным, что у него начинает ехать потихонечку рассудок, и он до конца даже не понимает вот то, что он видел, то, что он описал на страницах своего дневника. И книги Лавкрафта, они, кстати, подаются именно в такой манере. Ты читаешь, как будто это реальная история с реальным человеком. И это на самом деле было, или это померещилось, или у меня что-то с головой не так. И также себя ведет наш рыбак. Игра начинается с того, что он, не пойми откуда, не пойми кто, его находят. Его прибило после кораблекрушения к одному из островов, и мэр города ему говорит: товарищ, у нас нет рыбака, есть вот это вот ржавое корыто, ты можешь теперь его использовать, пока не восстановишь свои воспоминания. Но тебе ж надо что-то кушать, и нам нужно что-то кушать. Взаимовыгодное сотрудничество. И ты начинаешь потихонечку пытаться распутывать эту историю. И то, как подается сюжет в Дредж, вызывает с моей стороны сдержанные аплодисменты. Дело в том, что здесь нет как таковой сюжетной линии. Здесь нет главных персонажей. Здесь тебе не рассказывают и не показывают. Здесь, извините, коллектив из 4 разработчиков. Их хватило, чтобы нарисовать несколько таких вот убогоньких островков, волны, ну и тентакли, которые иногда из этих волн появляются. В этой игре интересно то, как ты потихонечку из маленьких осколков собираешь картину мира. Поговорил с мэром, поговорил со смотрительницей маяка, потом с какими-то рыбаками, потом с какой-то странной женщиной. Поплыл на другие острова, встречаешься там со странными ребятами. Какой-то коллекционер, который просит от тебя какую-то херню искать в разных уголках этого моря. Задача коллекционера всегда в приоритете. Собственно, на нем и завязана вот эта вот главная сюжетная развязка. Но то, как ты к этому подойдешь, имеет большое значение. С одной стороны, ты можешь играть как человек, который не уделяет большого внимания истории. Ты обошел все острова, поговорил со всеми, у тебя вроде бы есть эти разрозненные кусочки мозаики. Но ты их не собирал, тебе это не интересно. Ну, вот здесь прикольный персонажик, вон там прикольный персонажик, здесь я помог товарищу собрать миномет. Зачем? Там помог 2 братьям найти друг друга. Здесь какой-то странный старый маяк. Нужно распутать его историю. Ну вот так, постепенно. Но ты не понимаешь, что это все части одной довольно жуткой картины. Я когда играл, я подходил к этому, ну, примерно так. Вот туда поплыл, сюда поплыл. Здесь какая-то странная история. Там какая-то записка в бутылке. Ой, разработчики какую-то херню написали. Почему я так относился? Потому что я привык к современным играм от AAA разработчиков, где огромное количество истории рассказано не впопад, просто наполнение этого мира. А здесь я столкнулся с игрой, в которой все истории имеют значение. И поэтому, когда я получил плохую концовку, я такой: это вся концовка как-то грустненько. Ребята, а может есть и хорошая концовка? Начал разбираться. И хорошая концовка внезапно мне все объяснила. Она показала, как вот эти вот кусочки складываются в эту самую целостную картину, которая приводит нас к условно хорошей концовке, потому что ничего хорошего с главным героем не происходит. Но тем не менее показывает тебе на самом деле, а что тут происходило. И когда ты понимаешь, а что тут происходило, ты такой: глубоко. И все вышеописанное — это первая привлекательная особенность игры Dredge. То есть, с одной стороны, атмосфера такая мрачная, лавкрафтовская. С другой стороны, сюжет, который собирается из многих разных частей и которому приходится уделять свое внимание. Не забрасывайте эти истории. Если мэр говорит, что вот у нас был старый мэр, но он сошел с ума, и вот мне пришлось занять его место, нужно распутать, а почему именно старый мэр сошел с ума? И как это? И имеет ли это какое-то отношение к нашему герою? Но это такой маленький спойлер для того, чтобы вы вышли на хорошую концовку в итоге. Но есть еще третья составляющая этой игры, которая является тоже очень привлекательной, хотя и очень просто сделанной. Дело в том, что это симулятор рыбалки. Мы путешествуем на нашем маленьком кораблике. Кораблик поначалу убогий. Там есть двигатель, он занимает место.
там есть рыболовные снасти, они занимают место. Там есть, естественно, фонарик, чтобы ночью рассеивать туман и не врезаться в скалы. Все это занимает место. А кораблик он есть вот такой вот. И нужно ловить рыбу. Рыба — это источник заработка. Соответственно, нужно туда половил рыбу, вернулся. Половил рыбу, вернулся, половил. И ты со временем, естественно, начинаешь отходить подальше от этого центрального острова, пытаться найти какие-то другие места, где рыба пожирнее, повкуснее и, главное, подороже, для того, чтобы насобирать кучу денег, выловить из моря кучу хлама и, наконец-то, проапгрейдить свое утлое суденышко, для того, чтобы оно стало большим и вместительным. Только прикол этой игры в том, что к тому времени, когда, наконец-то, у тебя суденышко становится большим и вместительным, тебе это уже не очень-то и нужно. В этой игре нет сражений. В этой игре ты спокойно ловишь рыбку, и на этом все. Ловишь рыбку, возвращаешься, продаешь, ловишь рыбку, возвращаешься, продаешь. Ну, ночью выживаешь. Да, ночью пытаешься, ну, это опять же очень условное выживание, это больше по нервам бьет. Умереть ты не можешь. Я за всю игру умер один раз от одного тентакля, который меня накрыл. И это было понятно, потому что я приплыл к месту, где нужно было найти какое-то сокровище, но это сокровище охраняло огромное чудовище, которое, естественно, мне всеми силами мешало. И мне нужно было, выполняя еще цепочку миссий, найти способ это чудовище отогнать. Все остальное очень безобидно. Ловишь рыбу, вытягиваешь из моря материалы, апгрейдишь потихонечку кораблик. Кораблик становится все больше и больше. Ты изучаешь все эти острова, знакомишься с этими людьми. Иногда находишь странные вещи. Я, например, так и не понял, а зачем нужны вот эти гигантские крабы, которые мимикрируют под окружение. Ну, ты видишь сначала такое: о, останки какой-нибудь шхуны. Подплываешь к этим останкам, думаешь, наверное, там что-то интересное. Нужно поковыряться. Может быть, найду какие-нибудь материалы для апгрейда кораблика. А это, оказывается, огромный краб. И ты такой: о, зачем он нужен? Я так и не понял. Есть также странные ребята, которые явно какого-то мистического происхождения. Какие-то жрецы, которые просят накормить их рыбой. Ты им должен эту рыбу привозить. Они съедают только сердце этой рыбы. Есть какие-то странные алтари, которым нужно тоже приносить в жертву рыбу определенную. И они тебя потом вознаграждают какой-то херней мистической. Зачем нужна эта херня мистическая, я тоже не очень понял. Ну, то есть тебе дают снасти, как правило, лучшего качества, чем те, что у тебя есть. В этих условиях я не очень понимаю, зачем тогда нужна прокачка, если таким образом через алтари я и так могу получать лучшее оборудование. Но тем не менее, вот эти вот маленькие осколки будоражат твое воображение. Ты постоянно в поисках ответов. Некоторые ответы тебе так и не дадут. Но с другой стороны, вопросы есть, и тебе интересно во всем этом разбираться. Тем более, что здесь ты продолжаешь общаться с людьми, выполняешь их задания. Игра очень, кстати, вовремя заканчивается. Казалось бы, если смотреть за тем, что происходит на экране, выплыл в море, половил, вернулся, однообразно, как-то неинтересно. Но нет, игра проходится где-то за 9 часов. И за 9 часов ты еще даже не успеваешь наесться этим геймплеем. Я в игре провел 15 часов. И то я не выполнил все дополнительные миссии, я не улучшил корабль полностью, и, к моему большому сожалению, я не нашел все алтари. Здесь есть что делать, есть где возиться. Мир кажется маленький. Со временем, с мощным мотором, ты все эти группы островов в течение суток уже успеваешь так обижать. Так, здесь был, здесь вроде все сделал. И к тому времени, когда игра поставила меня перед фактом, что извини, товарищ, скоро я закончусь, вот это вот финальная миссия, дальше сохранений не будет. Так что давай, решайся, или ты еще провозюкаешься, или мы идем вперед. Я сказал, ну давайте я еще немного повозюкаюсь. И возюкался еще где-то часа 3, а мог возюкаться еще больше. Я мог попытаться найти все виды рыб и крабов, потому что здесь у нас есть специальные еще ловушки на крабов. Кроме этого, я мог проапгрейдить полностью кораблик, мог выполнить все дополнительные квестики, мог еще долго-долго ковыряться, колупаться. И самое смешное, что в итоге я пришел к плохой концовке. Блин, мозгов не хватило составить все эти кусочки мозаики воедино. И именно поэтому я от игры, ну скажем так, в сдержанном восторге. Она меня перехитрила. Она оказалась куда глубже и умнее, чем кажется на первый взгляд. Поначалу это просто, ну, такой убогонький симулятор рыбалки. Ну, то есть просто набор мини-игр. Просто апгрейди кораблик, возвращайся обратно в море, просто лови рыбы, собери их всех. У нас есть центральная группа островов, еще 4 группы островов по углам карты. Там какие-то свои виды рыб водятся. Ну, давай. А оказывается, что это в первую очередь сюжетно-повествовательное приключение, где сюжет тебе подается очень хитро и ненавязчиво. Если вам нравятся подобные умиротворяющие, а порой и пугающие игры, если вам нравятся игры, где геймплей где-то в стороне, а в первую очередь ты пытаешься распутать главную сюжетную головоломку,
то Дредж, естественно, для вас. Однозначно рекомендую, и особенно рекомендую фанатам Говарда Лавкрафта. Отличный был дядька, пугающие истории. Здесь примерно про то же самое. Про странных морских тварей, про сумасшествие главного героя. Ну и, конечно же, впечатляет финал, который заставляет немного задуматься. И на этом, дорогие друзья, у нас все. Поддержите этот ролик лайком, подписывайтесь на канал. А при омега громаднейшую благодарность мы высказываем людям, которые становятся нашими спонсорами. Через Бусти, через Спонсору или напрямую через ютубчик. Друзья, благодаря вам мы работаем дальше, без остановки. И обращаем внимание даже на такие игры, на которые никто не обращает внимания. Кто проживает на дне океана? Вы готовы, дети? Ктулху Да, там капитан. проживает. Да. Кстати, это игра, в которой нет Ктулху. Какой кошмар. Есть кое-что похуже. Миша, ты читал Лавкрафта? Ну так, по касательной. По касательной это обложку видел? Типа того. Понятно. Тогда Мемы вот из тебе Ктулху. Лавкрафта в кратком изложении. Что такое Лавкрафт на самом деле? Вот фильм «Челюсти», знаешь? Если бы фильм «Челюсти» режиссировал Лавкрафт, то акула бы всех съела. Логично. Ну, всех съела, не было бы хорошего конца, кто-нибудь выжил бы, но стал бы сумасшедшим каким-нибудь стариком, который бы рассказывал всякие ужасы. А еще у акулы были бы тентакли. Кстати, значит, лучший фильм «Челюсти» по Лавкрафту это Шаркоптус. Там есть вот это про акулу-осьминог, Октопусси, да? которая вместе вот как-то так скрестилась, что может быть страшнее, чем акула, с одной стороны, а с другой стороны осьминог. Вот. Замечательно. Отличный Ужас. персонаж для Есть хентая. такой фильм, и вроде даже не одна часть. Я Даже не я хентай? могу ошибаться. Это американцы сделали. Тогда По-моему, та же неинтересно. самая студия, что и Шаркнадо. Раз, два, три, четыре, пять. Есть и такое торнадо из акул, господи. Там, кстати, снимался Кратос. Ну, в смысле, актер, который потом озвучивал Кратоса. Там и Тарарит снимался. Да, то есть Лавкрафт это депрессуха, мрачняк, мы все сдохнем, И- все плохо, вы себе не представляете, сейчас нам еще просто повезло, а у этой акулы это, оказывается, был малек, а папка-то главный вон там. Вы думаете, что Титаник налетел на льдину, нифига его сожрал осьминог. Зухавл. Правильно говорить, Зухавл. Вот что такое Лавкрафт. То некоторые люди там философия какая-то. Да, Господи. в том числе идея о том, что человек ничтожен перед некоторыми силами. Вот поэтому человек должен изучать природу для того, чтобы не оставалось темных пятен, чтобы нечего было бояться. Вот. Откуда же все эти страхи возникают? Из-за того, что ты чего-то боишься. Вот, например, я, когда в деревне был, там толчок, естественно, на улице был. И при этом толчок еще был так странно размещен, что если ты ночью тебя так припекло, то нужно было пройти по темной тропинке, ничем не освещенной. И потом еще сидеть в темном толчке, где не было ни одного фонарика. Вот это был Лавкрафт. То есть ты сначала сидишь, читаешь Лавкрафта, а потом по темному коридору идешь сидеть и там слушать, как сверчки чирикают и звезды где-то с небе над тобой. И ты думаешь, ну все, сейчас кто-нибудь меня точно придет и зохавает. Через одно место. Да. Ладно. Дерьмодемон. Деревенский. Так, начинаем. Раз, два, три.